Сегодня будет не совсем обычный большой выпуск, потому что, во-первых, я никуда не улетел, я нахожусь в Киеве. То, что вы видели, это был рассвет над Днепром. А во-вторых, тема, которую я вам сегодня собираюсь рассказать, она достаточно сложная, потому что, с одной стороны, Чернобыль — это трагедия, катастрофа, а с другой стороны, сейчас это крайне популярный туристический объект, наверное, один из самых популярных в Украине. И вообще вся эта тема очень непростая, но я попытаюсь о ней вам сегодня рассказать настолько просто, насколько смогу. Посмотрим, что у меня из этого получится. Всем известного сериала сегодня будет минимум. Новый большой выпуск скорее о том, что сейчас происходит в зоне. О туризме, радиации, современном состоянии Припяти, о новой арке и о людях. Мы поговорим с гидами, сталкерами, туристами, съездим на современную экскурсию в зону, я покажу свои архивные видео с Чернобыля и Фукусимы и некоторые уникальные кадры и фотографии внутри разрушенного блока. Мы также пообщаемся с человеком, который там был. Посмотрим на Припять и Славутич с воздуха, а также на новую арку внутри. И разберемся, для чего она была построена. Но вначале немного истории. Мне было 2 года, когда произошла чернобыльская трагедия. Я до сих пор помню рассказы мамы из детства, когда 26 апреля в субботу она гуляла со мной, был невероятно солнечный день, куча народа на улицах. Все гуляли с детьми и готовились к майским, и только спустя 10 дней Луганск, откуда я родом, узнал о Чернобыле. Последние 7 лет я живу в Киеве. Здесь тема трагедии звучит гораздо громче и больнее, чем в городе, в котором я родился и вырос. Здесь она затронула многих людей, которых я знаю, а некоторых знаете и вы. Киев — прекрасный город. Для меня это, наверное, один из лучших городов на планете сейчас. Я серьезно. Здесь есть Днепр, Родина-Мать, новый пешеходный мост и клуб Клоузер. И еще здесь живет более 3 миллионов человек. Но все могло быть по-другому. Это Крещатик, это центральная улица Киева. Здесь 1 мая 1986 года, спустя неделю после трагедии, происходила первомайская демонстрация. Сейчас фон здесь 16 микрорентген в час. 1 мая 1986 здесь было от 500 до 1200. При норме до 30. Все могло быть гораздо хуже, и Киев спасло чудо. Это чудо — направление ветра. Ветер понес радиоактивное облако на север, на Беларусь, Россию и дальше в Европу. За 2 дня оно достигло шведской атомной электростанции Форсмарк, которая находится на удалении более чем в 1000 километров от Чернобыля. Именно шведы впервые сообщили миру о том, что на территории Советского Союза произошла авария. То, насколько повезло Киеву, можно легко понять по расстоянию до Чернобыльской атомной электростанции. Я сейчас наглядно попытаюсь вам показать, насколько близко станция находится к Киеву. Мы сейчас в центре, это Политехнический институт. Сбрасываем одометр и погнали. Из центра Киева до границы 30-километровой зоны можно доехать за 1,5 часа. 120 километров пути, и ты на КПП Детятки. Дальше колючка и Чернобыльская зона отчуждения. По ту сторону ограждения я был трижды в своей жизни. Первый раз в 2012, еще раз в 2014 и потом в 2015. Эта фотография сделана ночью, потому что тогда я пошел в зону в составе сталкерской группы. За 5 дней мы прошли около 130 километров пешком, 42 из которых за одни сутки. Было довольно сложно, а местами довольно опасно. Мне сложно объяснить словами, что такое 5 дней в зоне и что вообще такое зона по моим ощущениям. Но, пожалуй, это, наверное, самое атмосферное место из всех мест в 73 странах, в которых я был. Зона — это территория, на которой человек изгнан руками собственного творения. Как результат, здесь абсолютное буйство природы, которое практически не страдает от внешнего вмешательства. Дикие животные, в Припяти лоси по улицам ходят, заброшенные деревни, мертвый город Припять и неосязаемая опасность в виде радиации. Эти фотографии сделал Денис Кондратюк, парень, с которым мы в 2015 вместе ходили в зону. Он сейчас слева. Тогда Денис работал программистом, но сейчас в его жизни все поменялось. Он англоязычный гид компании, организующей легальные экскурсии в Чернобыльскую зону отчуждения. Скажи, а в компании знають, що ти ходив в зону сталкера? Да, це, до речі, одне з перших питань, які вони мені задали. Чи був я там раніше? Я не очікував такого питання і посміхнувся якось загадково, а вони сказали, ага, ходив, значить, нелегально, ходив сталкером. І я зізнався так. Ну, це не мінус. Це плюс, вони сказали, це плюс. Сталкерство — это довольно популярное развлечение. Эти 2 парней на КПП только что из зоны. Правильно понимаю, что вас только что поймали? Нет, мы сдались. Вы сдались? Конечно. Нас бы не поймали ни в каком случае, даже с дронами и на конях. Сколько раз ты был в зоне? 3-й уже. Когда я шел по лесу, за мной следовал волк. Забежал в дом, закрылся, бахнул баллончиком в окно, он как завыл, я честно скажу, чуть не обосрался. Но больше всего здесь иностранных туристов.
Sweden. Yeah. Татуировка на руке этого шведа — информационный щит, который когда-то стоял при въезде в зону. Don't play with fire. Саули по какому-то невероятному стечению обстоятельств работает на той самой АЭС Форсмарк, о которой я уже рассказывал. Oh, this is my 9th time for the moment. It's a passion. I find peace in here, in this area. The radiation gives me peace. Возможно, слова, сказанные Саули, звучат не совсем обычно, но он озвучил мнение многих людей, которые были здесь. И мое личное тоже. Чернобыльская зона как магнит притягивает к себе. По разным причинам. И желающих попасть на закрытую территорию с каждым годом меньше не становится. Касательно потока туристов. Что сейчас с ним происходит? Ну він росте. Тобто от 6 років тому офіційних туристів було, ну з інформації, яку я знаю від колег, це їх було 6-8 тисяч приблизно, 8 тисяч. Минулого року було 62 тисячі. Цього року має бути більше набагато. Почему? Декілька причин. Просто тому, що сама популярність зростає кожного року, динаміка. І друга причина це, ну, зараз буде рости через серіал HBO. І вже були перші люди в мене, які їхали на екскурсію чисто тому, що він, от я питаю, ви бачили серіал? Він такий, да. Подивився першу серію, зайшов на сайт, одразу забронював тур. Чернобыль HBO. Это ключевое слово. Понимаете, кино и телеиндустрия оказывают очень сильное влияние на туризм. Половина из нас не знала бы о Новой Зеландии, если бы не фильм «Властелин колец». Брюгге не трещал бы по швам, если бы не фильм «Заречное дно в Брюгге». Ну и, наконец, Исландию многие начали рассматривать как туристический объект после выхода фильма «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Ну и, пожалуй, еще когда вулкан с труднопроизносимым названием Эйяфьятла-Кюдель взорвался, и телеведущие по всему миру пытались смешно выговорить это название. Так вот, сериал от HBO — это такой же туристический фитиль для Чернобыля. Туристический поток после выхода сериала однозначно очень сильно усилится. Собственно, он уже усилился, примерно на 30-40%, об этом пишет Reuters. Основные съемки сериала проходили в Литве, но около 30% всех сцен было снято в Киеве. Как житель этого города, давайте покажу, в каких именно сценах вы могли видеть столицу. Москву в сериале изобразили панорамой улицы Богдана Хмельницкого. 15-этажное здание вдалеке как раз построено в стиле сталинских высоток. Библиотеку Ломоносова играло 27-этажное здание библиотеки Вернадского. Это крупнейшая библиотека в Украине. Здание ЦК в Беларуси — это не что иное, как учебный корпус Института Шевченко. Припятскую медсанчасть играл Институт гидробиологии на Оболоне. Там же проводились некоторые съемки внутри. Кадр с ночной гостиницы «Припять» сделали на основе корпусов КПИ, Киевского политехнического института, и дорисовали на постпродакшене. Ну и последний кадр, здесь Киевский подол играл сам себя. Это улица Межигорская. А вот что это за здание, я, честно говоря, так и не разобрался. Если знаете, напишите в комментах. Теперь касательно сериала. Сериал художественный, не документальный, но очень многие моменты там показаны, ну, практически с документальной точностью. Что касается причин аварии, то правда, ни один документальный фильм, я их посмотрел очень много, не сделал это так всесторонне, как сделал сериал от HBO. Конечно, в фильме очень много художественного вымысла, типа голых шахтеров или вертолета, который падает в развал реактора. То, что меня зацепило, я прям сразу на это обратил внимание, это окровавленные лица пожарных, которые тушили реактор в ночь аварии. Хотя на самом деле ядерный загар, он очень похож на настоящий. Лучше всего это показано в фильме Александра Медадзе «В субботу», там люди прям бурые ходят. Но я бы не хотел заострять внимание на нюансах сериала. Все-таки мой канал больше про путешествия, про поездки, и поэтому я бы хотел показать вам, как выглядит современная экскурсия в Чернобыльскую зону отчуждения. Дневная экскурсия стоит около $50, а для англоязычных туристов — 100. Есть двухдневные и даже недельные экскурсии в зону. Каждому выдают индивидуальный дозиметр-накопитель, который нужно постоянно носить с собой. Основные места, которые обычно проезжают на пути к блоку, это несколько заброшенных деревень с уцелевшими зданиями. Большинство населенных пунктов было снесено и захоронено. Детский садик, здесь впервые над зараженным грунтом начинает пищать дозиметр. Рыжий лес, который получил огромную дозу в 13 тысяч рентген и поменял цвет. Лес вырубили и захоронили под себя. Это все, что от него осталось. Ну и, наконец, печально известный мост и блокпост возле заброшенного города, в котором на момент аварии жило почти 50 тысяч человек.
О городе очень сложно рассказывать без эмоций, причем они настигли меня даже в 4-й приезд в Припять. Yeah, this is the place where we're standing. This is the place around. Особенно непросто их сдерживать, когда гид показывает старые фотографии мест, в которых ты находишься. Поверить в реальность происходящего в этот момент крайне непросто. Припять сейчас больше напоминает амазонские джунгли. Зелень здесь повсюду. Вот так выглядит центральная улица, и она не заросла только потому, что ее расчищают. В городе нет гробовой тишины. Он звучит как обычный лес. Припять — это живая демонстрация поединка человека с природой, которую человек неумолимо проигрывает. Я не был здесь 4 года, но то, как заросла центральная площадь, меня просто убило. Это теперь маленький парк. У радиации есть одно необычное свойство — она останавливает время. Достаточно однажды побывать в Припяти, чтобы почувствовать это. Город застыл в социалистическом пейзаже 80-х. Ржавые советские вывески, плакаты вождей партии, покосившиеся автоматы газированная вода и заброшенный бассейн Лазурный. Все это характерно не только для Чернобыльской зоны отчуждения. В 2015 году я был в Фукусиме. Кадры из этой поездки вы сейчас как раз видите. 230 у меня в машине сейчас и растет 300 микрорентген. Это в машине. Я был спустя всего 4 года после аварии, поэтому фукусимские поля были гораздо выше, чем те, которые есть сейчас в Чернобыле. 3000, 3700, 4000. Фукусима почти не пострадала от рук мародеров. Здесь все осталось на своих местах. Автомобили, вот, например, заброшенное СТО, какие-то офисы, заброшенная школа. Видно, что здесь давно никто не убирался, очень большой слой пыли, но во всем остальном так же, как и было. Магазины, зал игровых автоматов и, наконец, то, что окончательно добивает тебя. Супермаркет, где почти все товары до сих пор на полках. Абсолютно все на своих местах. В Фукусимской зоне даже светофоры работают. Вот только людей нет. Припяти в вопросах сохранения исторических объектов повезло меньше. После аварии она оказалась в руках мародеров. Они по частям растащили все, что представляло хоть какую-то ценность. Вещи, технику. Даже чугунные батареи вырезались и вывозились из зоны. В припятских квартирах сейчас не осталось практически ничего, кроме крупногабаритной мебели. Из того, что видел я, это сохранившаяся пианино и старый кассовый аппарат. Есть, правда, и общее между двумя зонами. Остановившиеся часы. Слева — это Фукусима, а справа — Чернобыль. Теперь вопрос, который волнует каждого, кто собирается приехать в Припять. Безопасно ли это? Фон 27 апреля 1986 года, в день эвакуации, в Припяти был 100 миллирентген в час. Это примерно 100 тысяч микрорентген в час. Сейчас, вот у меня показывает 38 микрорентген. Но в среднем по Припяти это от 60 до 120 микрорентген в час. Если вы часто летаете на самолете, вы должны знать, что уровень гамма-излучения, гамма-фона на высоте 11 тысяч метров составляет примерно 250-270 микрорентген в час. Это не чьи-то величины, это я много раз замерял. И фактически приехать в Припять — это то же самое, что пролететь 1,5-2 часа на самолете. Причин, по которым Припять сейчас безопасна для посещения, две. Во-первых, это дезактивация местности. Город мыли бесчисленное количество раз, и асфальт здесь в основном чистый, за исключением мха, который накапливает радиацию. Но, во-вторых, дело во времени. Основные элементы, которым была заражена территория здесь, это стронций и цезий. Их период полураспада 28 и 30 лет соответственно. Это значит, что с момента аварии прошло 33 года, значит, количество этих изотопов уменьшилось вдвое. И оно будет уменьшаться с каждым годом. Вообще радиация работает очень специфическим образом. Вот сейчас у тебя 84 микрорентгена, а в 70 сантиметрах от этой точки уже 1000. Высокоактивные пятна в зоне в открытом доступе сейчас найти не так просто, но одно из них точно есть. И находится оно в медсанчасти номер 126. Это та самая припятская больница, которую в фильме играл Институт гидробиологии. Сейчас больницу экскурсии не водят, хотя в 2012-м я был там как раз в составе экскурсии. От этого места даже днем мороз по коже. Но самое страшное место находится в подвале, в одной из комнат которого до сих пор лежит одежда пожарных, тушивших 4-й энергоблок в ночь аварии. Все они, как вы уже знаете, умерли спустя несколько недель в Москве. Вот та самая комната. 5000, 5700, 6000. Это самое жуткое место, в котором я когда-либо был. Кроме того, оно чрезвычайно опасно из-за огромного количества радиоактивной пыли.
В городе можно найти и чистые места, где фон почти не отличается от киевского, но полностью безопасными некоторые объекты уже не будут никогда. Например, это роботизированная техника, которая принимала участие в очистке кровли. Она выставлена в Чернобыле. Часть ее оцинкована для безопасности. В рамках экскурсии можно посмотреть еще один интереснейший объект. Это так называемый Чернобыль-2 или загоризонтная РЛС-дуга, использовавшаяся для раннего обнаружения запуска межконтинентальных баллистических ракет. В 80-х это был совершенно секретный объект, на Западе получивший название «Русский дятел» за характерный издаваемый звук при работе. Это исполинское сооружение высотой 150 и длиной 500 метров видно практически из любой точки зоны. Антенна состоит из огромного количества резонаторов, и ветер в ней создает особый гул, очень похожий на движение поезда. В Союзе было построено 3 таких станции, и до наших дней уцелело только это. Припять, город, которому суждено было прожить всего 16 лет, своей смертью дал жизнь другому городу, самому молодому городу Украины – Славутичу. Славутич находится в 50 километрах от ЧС. Его начали строить в декабре 1986 года для работников станции. Он небольшой, всего 25 тысяч жителей. Сюда обычно не водят экскурсии, но Славутич – довольно интересный город. Я был здесь всего дважды в жизни, поэтому о Славутиче расскажу вам не я, а человек, который его очень хорошо знает. Я приехал туда с родителями в 90-м году. По причине того, что отца пригласили работать на атомную электростанцию чернобыльскую, а мать нашла себе впоследствии работу там в виде директора Дома культуры. Вот, и они делали постановки. Потом она была даже режиссером нескольких больших фестивалей, как «Золотая осень» Славутича. Это вообще было очень очень большое движение. К нам приезжали в то время на сцену. Она была одна из самых больших в Европе, конструировалась из сложной конструкции. Да, в Славутиче. И к нам приезжала Патрисия Каас, Латоя Джексон. На нас спускались с вертолета на парашютах. У нас было невероятного рода уровня шоу, которое порой даже в Киеве еще не собиралось. Но город клевый был? Да, ну есть на самом деле клевым городом. В первую очередь архитектурное. Это наследие очень большое. Некоторые институты отвозят своих студентов в Славутич для того, чтобы посмотреть на архитектурное наследие конца Советского Союза. Славутич строили архитекторы из 8 союзных республик. Так в городе появились 13 кварталов, в каждом из которых своя уникальная архитектура и национальный колорит. Здесь есть Московский квартал, Киевский квартал, дома в Ереванском, облицованные такой характерной темной плиткой, Тбилисский квартал и рядом с ним Бакинский. Есть здесь и Прибалтийский район с маленькими и уютными домиками, Рижский и Вильнюсский кварталы. Белгородский, Таллинский, Московский. Я жил в нескольких. Мы вообще часто переезжали. Мы переезжали в Славутич 7 раз, по-моему. Я жил в Белгородском, потом мы переехали в Рижский, потом в Белгородский коттедж, потом в Тбилисский, потом вернулись в Белгородский в другую квартиру, еще раз переехали в Белгородский. Но в основном это был Белгородский квартал. В Белгородском квартале, кстати, со мной вместе в моем дворе жила и сейчас живут ее родители, моя жена нынешняя. Вот. Так что мы одноклассники, да. Мы с одной школы. Вот. Поэтому там мои дети сейчас проводят очень много времени у бабушек. У бабушки, точнее, с дедушкой. Да. А дедушкой моих детей является как раз, собственно, Новиков Александр Евгеньевич, зам генерального директора Чернобыльской атомной электростанции по технической безопасности. Вот. Так что там хочешь не хочешь, все переплетается с Чернобылем. Несмотря на всю, конечно, на весь ужас,
последствия есть и положительные вещи, как, например, город Славутич. У меня есть очень большое желание вернуться в Славутич и сделать там какое-то интересное культурное движение. Он достоин того, чтобы там, во-первых, с точки зрения децентрализации, а потом просто там очень классная креативная молодежь. Это такой кластер, катализатор интересной молодежи. Вы можете судить по мне. Хочу вообще мэром Славутича в какое-то время стать. Я хочу там старость встречать. Мне очень много идей есть. Я хочу сделать из него туристический центр, да. Так что, если вы будете рядом, заедьте посмотреть на интересный город, в котором свое детство провел Иван Дорн и многие другие хорошие люди, часть из которых являются моими друзьями. Пока же Славутич туристическим центром не является, хотя иностранцы здесь все-таки живут. Я сейчас говорю о сотрудниках компании «Наварка», которые принимали участие в возведении нового сооружения на ЧС – масштабной арки. Сейчас почти каждая экскурсия в зону заканчивается здесь, в 300 метрах от этой арки, или нового безопасного конфайнмента, под которым скрыт 4-й энергоблок. То есть, по сути, 4-й блок сейчас из себя представляет матрешку. Реактор, разрушенный, который накрыт саркофагом, который, в свою очередь, накрыт новым безопасным конфайнментом. Идея дополнительно накрыть саркофаг не нова. О ней заговорили практически сразу же после его постройки. Мы сейчас стоим на той точке зрения, что нужно над существующим зданием относительно просто в нормальной дозовой обстановке возвести еще одно полностью герметическое здание, укрытие 2 его можно было бы назвать, которое не исключало бы для наших потомков возможность разобрать это, войти в него, разобрать и так далее. Арка уже дает определенный эффект. Вот такой фон был на этом месте в 2014-м, а сейчас он уже гораздо меньше. Как выглядит арка внутри, мы чуть позже посмотрим. Но что находится внутри самого саркофага? И на этот вопрос можно ответить, потому что внутри саркофага, в разрушенном 4-м блоке, были люди. Человека на фотографии зовут Константин Чечеров. Он много раз был под реактором, над реактором и даже в самом реакторе. Он спускался в шахту. Он документально считается самым облученным человеком в мире. Он получил от 2,5 до 4 смертельных доз, примерно от 1500 до 2000 рентген. И при всем при этом еще долго оставался жив и работал. Пообщаться с ним, к сожалению, невозможно. Он скончался в 2012 году. Но все-таки встретиться и поговорить с человеком, который был внутри саркофага, мне удалось. Это Александр Купный. Человек, который много раз в период с 1988 по 2010 год был внутри объекта укрытия и точно знает, что там сейчас происходит. Разруха. Оборудование покореженное, разрушенные строительные конструкции. И все это сверху, как вишенка на торте, припорошено радиацией везде и всюду. Ну и топливо местами валяется. Ну, натурально валяется, по-другому я не могу сказать. Эти уникальные кадры снял оператор Сергей Кошелев. Вот так сейчас под саркофагом выглядит реакторный зал разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС. То, что вы сейчас видите, это топливовыделяющие сборки. Кассеты с урановым топливом, которые были внутри реактора. Белые точки на экране — это не брак пленки, это радиация. По поводу нее Александр, который много работал в высоких полях, рассказывает совершенно невероятные вещи. Радиация невидима, да? Но ее можно увидеть ее последствия можно увидеть на фото-видео. Ее можно на вкус. Стронций металлический привкус дает. Вот. А плутоний, как, опять же, это со слов тех, кто работал в Челябинске, и как раз таки, где наработка плутония идет. Это у нас в смене был Женя Белов, как раз таки оттуда, но он сейчас уже несколько лет назад умер, рак. Вот. Но он делился такими впечатлениями, говорит: мужики, плутоний сладкий. Ну, не верите человека, который там работал с этим плутонием. То есть можно на вкус. И можно по обонянию, на запах. Когда поля, это мне уже Чечеров опять же рассказал, когда я ему спросил, говорю: слушай, озоном пахнет реально. Говорю: ну какие это поля уже примерно? Он говорит: а мы по озону определяли примерно уровень. Как только пахло озоном, значит нужно вообще текать отсюда. Это значит поля в районе 1000 рентген в час. То есть, воздух ионизируется. То есть полчаса и смертельная доза, чуть больше. Вот так по запаху ликвидаторы научились определять радиацию. Александр вообще фотохудожник, и он много фотографировал внутри разрушенного блока. Сегодня у меня есть возможность показать вам его совершенно уникальные фотографии.
Зеленая стена слева – это крышка реактора весом 2000 тонн, так называемая «Елена», которую взрывом сорвало и положило на бок. Александр снимал в помещениях под реактором. Эти сталактиты – застывшее ядерное топливо, которое по пароспускным трубам вытекло из реактора и застыло в подреакторных помещениях. Самая известная топливная капля сейчас на экране – это так называемая «слоновья нога». В 1986 году она испускала 14 тысяч рентген в час. Она напоминает ступню слоновой ноги. Именно поэтому назвали слоновой ногой. Да. То есть, когда ее только обнаружили, они сказали, мы там нашли такую красивую штуку. То есть, ты говоришь юмор, да? Люди во всем старались увидеть что-то, оно поддерживает. Может, поэтому в объекте укрытия есть Досифеевская лестница, есть собачья будка, есть балка-осьминог, балка-мамонт, есть Мышкин домик. Это все название. Да, это название строительных объектов, конструкций на самом объекте. То есть народ придумывал, и как-то оживлял это все. Вот. Александр Купный снимал подобные топливосодержащие массы в бассейне Барбатёре под реактором. Сейчас вы видите тот самый резервуар, из которого спускали воду чернобыльские водолазы. Сюда действительно попала какая-то часть топлива, и, скорее всего, она попала сюда, когда резервуары были еще наполнены. К счастью, никакого взрыва, о котором переживал Валерий Легасов, не произошло, и эта раскаленная лава просто застыла. Но, несмотря на это, она до сих пор крайне опасна. Это будет очень долго опасно. И причем будет опасно не по гамма или бета, а основную эту опасность представляют трансурановые элементы, продукты деления топлива, плутоний, америций, а это альфа-носители. Альфа-излучение, сейчас его просто невозможно там померить, оно все забивается бета и гамма. Вот. Альфа-излучение, оно самое опасное, при особенно поступлении вовнутрь, оно самое опасное, потому что частицы? Да, оно плохо выводится и всю свою энергию отдает тебе. Сколько период полураспада таких элементов? Сотни тысяч лет. Сотни тысяч лет внутри 4-го энергоблока будут находиться опасные элементы. Если, конечно, их оттуда не извлечь. Для этого и нужен новый безопасный конфайнмент. Разрешение побывать под аркой я ждал полгода, и это такой легкий эксклюзив. Объект вводят в эксплуатацию, и попасть скоро сюда будет невозможно. Увидеть старый саркофаг теперь можно только здесь. Собственно, вот он, в нескольких десятках метров. Давайте теперь разберемся с аркой. Это крупнейшее в мире на текущий момент подвижное наземное сооружение, высотой 110, шириной 257 метров и массой 36 тысяч тонн. Цель объекта укрытия – это физическая защита, в первую очередь, пыли, которая будет образовываться в процессе демонтажных работ. И вторая основная задача – это демонтаж нестабильных конструкций объекта укрытия и последующее извлечение топливосодержащих масс, которые остались на объекте укрытия. Для этого здесь уже смонтированы специальные краны грузоподъемностью 50 тонн. Для манипуляций с грязными объектами построены специальные помещения. Но вот когда начнутся работы, пока сказать довольно сложно. Конечная цель постройки всего этого объекта, безусловно, извлечение всей той бяки, которая находится внутри 4-го энергоблока. Но как это будет производиться и когда это будет производиться, пока никто не знает. То есть технологии для этого пока нет. Арка сейчас — это, по сути, страховка, которая будет действовать в течение ближайших 100 лет. Она будет защищать 4-й блок и старый саркофаг, который уже исчерпал свой срок эксплуатации. В течение этого периода нам, или уже нашим детям, предстоит извлечь радиоактивные материалы из разрушенного 4-го энергоблока. Я с самого начала знал, чем я закончу этот выпуск, потому что в моей жизни есть человек, с которым мы на протяжении последних 5 лет обсуждаем регулярно тему Чернобыля. Это вокалистка проекта «Анука» Ната Жищенко, теперь уже Филатова. Ната бесчисленное количество раз была в зоне. После движения арки она даже выпустила специальное видео со своей музыкой «Mainland». И вообще тема Чернобыля для нее очень личная тема. Папа ликвидатор, из-за этого, конечно, весь интерес и возник. Я всегда говорю там ликвидатор, а оказывается, вот мне этот Новиков сказал, ликвидатору рознь, нужно говорить мой папа ликвидатор аварии в 86 году. Это колоссальная разница. Нате был 1 год, когда произошла авария на ЧАЭС. В этот момент она с родителями жила в Киеве. По рассказам мамы, я помню, что она вышла на улицу, я села
в песок, и он так вот поднялся, и женщина говорит, там авария произошла, заберите ее домой. А мама говорит, в смысле авария? По телевизору ничего не сказали. И они с папой сели и нашли на магнитофоне, как папа говорил, «Голос Америки», и услышали там что-то, и ну, это оттуда они узнали. В 2016 году НАТО выпустил альбом «Видлик», посвященный 30-летию Чернобыльской катастрофы. Треки из этого альбома стали саундтреком к этому большому выпуску. На самом деле песня, написанная целенаправленно о всем этом, это 1986. Там и пианино, которое мы нашли в Полесье, которое вот основные пэды, аккорды именно на нем сыграны. И весь текст и вообще и мелодика — это именно все мои мысли о том, что произошло. И если ты заметишь, эта песня как бы с надеждой на лучшее. Она не там о трагизме, о героизме, а она о том, что каждый человек — это как перышко в Форест Гампе. Вот мне вот такая была эмоция, и мне именно так хотелось, вот, потому что я сейчас думаю о зоне, и мне вспоминается запах листьев, лось на дороге, улыбчивые, нереальные люди, герои своего времени, недооцененные, собаки с глазами вот такими. Конечно, когда я думаю об аварии, у меня все внутри горит, но я настолько уже это все в себе пережила много раз, потому что я в этом долго очень варилась. И вот эта песня, своеобразная сублимация и какой-то гештальт, не люблю это слово, но тем не менее, вот этой темы в моем творчестве. Hypnotized by